Здравствуй, Испания. Здравствуйте. Уставшая, но счастливая. Приехала в Аликанте на обучение. Остановилась на ночку в этом месте, прям в центре. Очень-очень красивый вот холл. Второй этаж у меня тоже очень красиво. Везде как бы так украшено. Номера разные, но мне нравится. Ну что, новый мини-обзор номера в Аликанте. Мини просто номера за 80 евро. Само здание, конечно, красивое, все хорошо оборудовано, все электронно, даже в Испании уже это есть. Здесь красота такая. Первый этаж тоже красивый, но здесь заходишь и просто комнатка. Опять в синем цвете почему-то. Но благо все есть. Есть кондиционер, есть холодильник и ванна цивильная, красивая, но очень, конечно, маленькое пространство с таким видом. Вот такие дела. Это самый популярный пляж, в центре находится. Людей очень много, но волны, ветер зашкаливает. Но гора здесь, конечно, невероятная. Так интересно. Вышла, чтобы в первый день пойти на море, а в итоге я пошла непроизвольно в крепость, прямо на горе. И я заметила, у меня это стала какая-то тенденция, то есть я знакомлюсь с новым местом, с его места силы. Так было в Аланье тоже, я случайным образом пошла сразу на гору, поднялась, там красивейший такой замок заброшенный, ну, руины, и здесь тоже. И, например, вот за мной это статуя, она такая, я прям чувствую связь, такая хранительница этого места. А так место очень красивое на горе, пойду дальше исследовать. И вот такая красота открывается на вершине. Очень красиво. Ветрено, хорошо, не жарко, но очень-очень красиво. И там горы, оказывается, такие достаточно высокие. Hablan de caídas, de sombras y error, me lanzan sus piedras directo al corazón. Выхожу в 7 утра в Аликанте и хочу наконец-то прогуляться по безлюдным улицам, потому что очень много людей. И честно, мне, как я приехала с природы, с чистейшего пространства, очень непросто быть в таком более загрязненном. И вот это я понимаю. Пустота, никого нету, красиво. Поселилась рядом с собором прямо. Такое красивое место. Потому что здесь, конечно, Испания... Я вспомнила, мне Испания на самом деле никогда особо не нравилась. Помню свои посещения, вспомнила, точнее, в Барселоне, когда я была, мне показалось дико грязно. Извиняюсь, везде блевотина, тусуются все такие люди очень поверхностные, только тусовки, удовольствия, и даже эстетики никакой нет. Ну, не знаю, это мое мнение, мое чувствование. Здесь я чувствую то же самое. Единственное, что... еще здесь очень много молодежи, то есть мне вообще показалось, что здесь именно такой какой-то подростковый вайб. Вообще много молодежи, которая еще даже не ложилась спать. Вот о чем я и говорю. То есть очень много молодых людей, которые всю ночь полностью тусуются, прям поголовно. А так выглядит основная площадь, когда людей нет. Рассвет. 8 утра. И люди уже на пляже. Ну ладно, не так уж все и плохо. Вот йогой даже занимается утром. Кто будет в Аликанте, рекомендую съездить на этот остров Табарка. Очень красивый, аутентичный. Но людей, конечно, много тоже, туристов.
Продолжается мое путешествие дальше. Закончилось обучение, я уже нахожусь снова в Аликанте для пересадки на автобус, который едет в Гранаду. Продолжаю недельку здесь еще путешествовать по Испании, смотреть, чувствовать, отдыхать, интегрировать тот опыт, который мы прожили здесь на обучении. Вот. Следующий мой пункт назначения — это Гранада. Затем Нерха, у моря хочу побыть. Встречусь с друзьями. Вот такие кафешки на дороге. В принципе, похоже, мне даже напоминает, как в Беларуси больше. И, конечно, красивые пейзажи, вот такой автобус сзади. Останавливаемся. Вообще ехать от Аликанте до Гранады 5 часов. Ну, с остановками. Они любят останавливаться, покушать, попить кофе, пообедать. Вот. Пейзажи очень красивые, гористая местность такая. Но уже ближе к осени дело, поэтому сухо здесь. Все такое же желтенькое. Но все равно интересно. Там-там-там, ну что, здравствуй, Гранада. Вот такие апартаменты. И самое главное, здесь вот такой невероятный вид. Прямо в центре, прямо возле Альхабра. Это комплекс очень красивый. Здесь прям одна из центральных улиц. Красота! Конечно, старинная, конечно, красивая. Красивые. Пока что впечатление шумное, очень много тоже людей, молодежи, но уже больше старины. То есть это считается один из самых красивых городов в Испании, андалузских особенно городов в этом регионе, потому что здесь очень много смешано стилей исторических. И это отражается в архитектуре, в этих местах, в гористой местности. Есть речушки, очень зеленые, хоть и сентябрь, но вообще очень-очень-очень-очень красиво. Вот, гуляю, смотрю. Какая красота! Там домики. А самое главное, посмотрите на виды, какие здесь открываются. Вот так выглядит Алабра. Среди гор, конечно, очень красиво. Смотровая площадка, с которой я снимаю, находится в этом арабском исламском райончике Аль-Батид. Представляете, Алабра, оказывается, по-русски звучит. Билеты все распроданы и до ноября месяца. Здесь делятся как дневные билеты есть, так и ночные посещения. И все до ноября раскуплено. Интересно, я еще пришла сюда, чтобы проверить, мало ли, может быть, есть такие напечатанные, да, что вот на месте купить тоже нет. Так что все это только через интернет. Вот. Но вокруг тоже достаточно красивая территория, но гористая. Поэтому будьте аккуратны, нужно постоянно подниматься, опускаться, подниматься, опускаться. В жару это не очень просто сделать, но так как я здесь в сентябре, в конце, мне кажется, даже в октябре тут самое такое приятное, или в зимний период, потому что здесь нужно гулять, здесь нужно прям такое хайкинг.
принципе, и без билета можно зайти в кое-какие места. А если прогуляться дальше, гулять вокруг входов платных, то можно, например, посетить вот такие места. Честно, я не знаю, как называется, тут все по-испански, очень много слов, но это тоже какой-то один из монументальных зданий. Очень красиво, очень атмосферно, прохладненько.